MQA реально звучит лучше флаг. Представьте, что вы пытаетесь аккуратно сложить огромный студийный трек в маленький чемодан для стриминга. Сегодня мы разберем, можно ли распаковать MQA без специального оборудования. И как технологии иногда заставляют формат с потерями звучать субъективно приятнее lossless. А также ответим на другие вопросы наших зрителей. Начнем. Есть треки в MQA. Для них обязательно нужен ЦАП специальный? Или как-то можно узнать уровень раскрытия исходного трека в MQA и конвертировать его в WAV, так, чтобы он по частотам соответствовал исходному плану по распаковке, заложенному заранее? Тут сначала важно понять саму идею MQA. Представьте чемодан, в который пытаются аккуратно сложить слишком большой плед. Его сворачивают особым способом, чтобы он занял меньше места. Примерно так работает и MQA. Часть информации о высоких частотах как бы складывается внутрь обычного цифрового потока PCM. Но здесь есть важный нюанс. Это не просто zip-архив, который можно полностью распаковать любой программой. MQA — закрытая технология. Полное раскрытие зависит не только от файла, но и от устройства воспроизведения. Значит, нужно и железо? Привет, я Алекс. Вы на канале Audio Insights от Юрия Корзунова, разработчика профессионального оптимизатора аудиофайлов для вашей Hi-Fi системы AUI Converter. А я Элинора. Подписывайтесь, ставьте лайк, а теперь продолжаем. Первый этап распаковки часто можно сделать программно, например, на компьютере в некоторых плеерах. Тогда MQA-файл превращается, условно говоря, в поток уровня 88,2 или 96 кГц. Это называют Core Decoding, и это действительно можно затем сохранить в WAV или FLAC. Но дальше начинается второй этап — рендеринг. Здесь MQA уже опирается на особенности конкретного сертифицированного ЦАПа, его фильтры, внутренние настройки и лицензионный алгоритм обработки. Именно поэтому полностью развернуть MQA сторонними программами до максимального режима, например, 192 или 352,8 кГц, как правило, нельзя. Проще говоря, часть секретного рецепта остается внутри MQA ЦАПа. А насколько можно развернуть спектр трека? Узнать, до какого уровня должен раскрываться трек, обычно можно через метаданные файла. Совместимые плееры показывают информацию вроде MQA Studio 352,8 кГц или MQA 192 кГц. Но тут важно не запутаться в маркетинге. Частота дискретизации сама по себе еще не гарантирует лучший звук. Это как фотография. Можно сделать снимок в огромном разрешении, но если исходный кадр был размыт, деталей больше не станет. Вокруг MQA давно идут споры. Сторонники говорят, что технология позволяет передавать high-res музыку компактнее и удобнее для стриминга. Некоторые считают, что и звук лучше. Критики отвечают, что это закрытый формат с элементами обработки и потерь, а не бинарно идентичная копия мастер-записи. Да, MQA, по имеющейся информации, не является lossless, поэтому немало профессионалов предпочитают традиционные открытые форматы — WAV, FLAC или DSD. Они работают более предсказуемо. Что записано, то и хранится, без скрытых этапов распаковки и зависимости от лицензированного оборудования. То есть MQA — это не формат, а, говоря упрощенно, программно-аппаратный комплекс между микшерным пультом в студии и усилителем. Подробнее об MQA можете посмотреть в нашем видео по ссылке в описании. Ты ведь знаешь, наше восприятие — штука удивительная. Вот один из слушателей пишет: «Как ни странно, у меня на стримере название бренда, одно из интернет-радио в формате MQA звучит лучше всего». Как это объяснить с точки зрения науки, если MQA — формат компромиссный, да еще и с потерями? Здесь нет никакого противоречия. Психоакустика и инженерная реализация конкретного аппарата часто преподносят сюрпризы. Во-первых, этот стример обладает полной аппаратной поддержкой MQA.
При подаче такого сигнала устройство задействует специализированные, тщательно оптимизированные производителем цифровые фильтры, которые могут звучать чище и приятнее для уха, чем стандартные алгоритмы обработки обычного PCM, формата запакованного в FLAC или WAV-файлы. Во-вторых, радио может иметь великолепное качество своего исходного материала и мастерство вещания. Сочетание классного исходника и специфической MQA-фильтрации, которая может подкрашивать звук, делая его, например, чуть более рельефным или сглаженным в переходных процессах, на данной конкретной системе дает отличный синергетический эффект. Это как раз тот случай, о котором мы говорили. Разные режимы работы ЦАП активируют разные ветви внутренних алгоритмов, и в данном тракте этот режим оказался наиболее благозвучным для слушателя. Похожего эффекта вы можете попробовать добиться оптимизации аудиофайлов, о чем можно почитать статью и посмотреть видео по ссылкам в описании к нашему ролику. Элеонора, давай перейдем к горячей теме, нашему плееру AUI Player, который сейчас находится в стадии активной подготовки к бета-тестированию. Наш постоянный зритель спрашивает, планируется ли спроектировать его так, чтобы полностью минимизировать джиттер и свести его к абсолютному нулю. Или на данном этапе развития технологий это невозможно, и для этого потребуется какой-то супермощный компьютер. Стремление свести джиттер к нулю — это известная задача, но здесь важно понимать физическую природу этого явления. Джиттер — это временная нестабильность, микроскопические колебания моментов времени в выдаче цифровых отчетов. На программном уровне, внутри компьютера или плеера, джиттера как физического явления не существует. Там есть только сухие данные, единицы и ноли, записанные в буфере памяти. Физический джиттер рождается исключительно в тот момент, когда цифровой поток преобразуется в аналоговый электрический сигнал, то есть на микросхеме ЦАП, под воздействием его тактового генератора — клока. То есть никакой, даже самый мощный в мире компьютер сам по себе не способен устранить аппаратный джиттер цифроаналогового конвертера, поскольку он просто не имеет доступа к клоку ЦАП. Я правильно рассуждаю? Абсолютно верно. Задача AUI Player принципиально иная — создать идеальные тепличные условия и формат для передачи данных из файла через операционную систему на ЦАП. Программа оптимизируется так, чтобы минимизировать нагрузку на процессор, устранить разрывы, щелчки в звуке, исключить скрытые системные микшеры и обеспечить монопольный доступ к аудиоустройству. Так? Да. Над этим сейчас и работаем, над максимально возможным сохранением качества в ограниченном времени обработки. Когда поток данных передается плавно, без микрозадержек и рывков со стороны софта, аппаратная часть ЦАПа работает в штатном, максимально стабильном режиме, что и позволяет его внутреннему тактовому генератору после встроенного в ЦАП развызывающего буфера FIFO раскрыть свой потенциал точности трассы. Плеер должен обеспечить постоянную заполненность этого FIFO-буфера, а далее ЦАП уже заботится о джиттере тем или иным способом. Как это работает, смотрите в видео по ссылке в описании. Отличный повод для будущих тестов. А вот концептуальный вопрос. Возможно ли создать аудио-апскейлер с функцией полноценной реставрации звука? Представь ситуацию. Изначально попался старый или плохо сведенный трек с явным отсутствием нужных низких и средних частот. Может ли программа взять и самостоятельно дополнить их? То есть сделать тот же апскейлинг, но работающий не в сверхвысокочастотной области, а по всему остальному спектру? Технически синтезировать частоты можно. Современные алгоритмы и нейросети способны дорисовать практически что угодно. Но мы должны провести четкую границу между терминами апскейлинг и художественная реставрация. AUI аудиоапскейлер и AUI конвертер работают в той парадигме, чтобы с максимально нам возможной точностью сохранить исходный замысел автора, минимизировав искажения при фильтрации, а не переписать его. Если в исходной записи физически отсутствуют низкие или средние частоты, значит, так распорядился звукорежиссер или так сработала аппаратура ушедшей эпохи.
Если программа начнет генерировать и подмешивать туда частоты, которых не было в оригинале, это будет уже не воспроизведение музыки, а почти создание новой аранжировки на основе старой. Это искажает саму суть аудиофилии как поиска достоверности. Мы за то, чтобы очищать тракт от цифровых артефактов, но оставлять саму музыкальную ткань неприкосновенной. Возможно, когда-нибудь мы подумаем и над реставрацией самого исходного материала. Стоит, однако, разделить работы по реставрации оригинальной записи и работы по апскейлингу, апсэмплингу с восстановлением того, чего нет вообще в исходнике. Подробнее об этом читайте в статье и смотрите в видео по ссылкам в описании. Раз уж мы коснулись темы влияния железа на конечный результат, очень интересный и практический вопрос об очистке сигнала. Скажите, пожалуйста, а USB-изолятор высокого класса от известного бренда, выпускающего высококлассные тактовые генераторы для сегмента High-End, будет очищать помехи USB-кабеля? Вставил в свою систему данный изолятор, стоит около 40 тысяч рублей на сегодня, и разницу с женой услышали сразу. Сигнал стал ощутимо чище, усилилась темнота между звуками. Что скажешь? Здесь важно понимать одну вещь. USB-изолятор обычно влияет не на сами цифровые данные. С нулями и единицами в современных USB-подключениях чаще всего и так все нормально. Его задача другая — уменьшить проникновение электрических помех между компьютером и аудиосистемой. То есть он не исправляет музыку, а скорее делает среду вокруг нее чище. Именно. Представьте квартиру, где по трубам идут вибрации от стиральной машины соседей. Вода сама по себе чистая, но трубы дрожат, появляется лишний шум. Примерно так же компьютер может подмешивать в аудиосистему высокочастотные помехи от процессора, видеокарты, Wi-Fi, SSD и импульсного блока питания. И все это может пролезать прямо в ЦАП через USB? Да, особенно по линии земли и питания, да и по самим линиям передачи данных. А внутри ЦАПа находятся очень чувствительные аналоговые схемы. Они работают с очень маленькими уровнями сигнала, иногда буквально с микровольтами, поэтому лишний электрический шум там нежелателен. Получается, USB-изолятор работает как некий санитарный кордон. Хорошее сравнение. Он создает гальваническую развязку, то есть электрически разделяет компьютер и аудиоустройство. Это помогает уменьшить паразитные токи, наводки и некоторые виды шумов. Как некая шумоподавляющая вставка в трубы между этажами из примера со стиральной машиной. Но ведь данные все равно проходят. Да, как и вода продолжает идти через эту вставку. Представьте двух людей, которые разговаривают через рацию, стоя на разных берегах реки. Информация передается, но прямого электрического провода между берегами уже нет. Примерно в этом и идея развязки. А вот эти разговоры про темнее фон, чернее паузы — это чистая аудиофилия или там есть физика? Физика там может быть, но важно не уходить в мистику. Если в системе реально уменьшается электрический шум, то иногда субъективно становится легче различать тихие детали. Может исчезнуть ощущение шероховатости, жесткости или грязи в звуке. Некоторые люди описывают это как более спокойный фон или лучшую читаемость микродеталей. Вот пример. Если ты посмотришь на частотно-временную диаграмму сравнения качества звука двух аудиоконвертеров, то ты увидишь, что на нижней половине, один недорогой аудиоконвертер, есть линии, искажения. Да, вижу. А на верхней диаграмме, после AUI-конвертер, фон черный. Этот фон темнее, потому что на диаграмме не видно искажений. То есть, чем темнее фон, тем качество звука лучше. Но эффект будет не одинаковый у разных USB-изоляторов и аудиосистем, их использующих. Совершенно верно. Все зависит от конкретной системы и изолятора. В одном сетапе разница может быть заметной, а в другом почти отсутствовать. Многие современные ЦАПы уже имеют хорошую внутреннюю изоляцию USB-входа, поэтому внешний изолятор иногда почти ничего не меняет. То есть это не магический улучшатель звука, а скорее инженерный инструмент для борьбы с конкретными проблемами. Именно так. И, как любой инженерный инструмент, он может быть полезен в одной системе и почти бесполезен в другой.
Кстати, о ролях в нашем подкасте. Один из внимательных зрителей оставил комментарий. Было бы грамотно, обрати внимание, если бы мужской голос отвечал на женские вопросы здесь на видео. Грамотно? Любопытный выбор слова. То есть, Алекс, было бы правильнее, если бы ответы отвечал ты, а я лишь создавала красивый фон. Отвечаю ответом. Ну, во-первых, вряд ли XX или XY хромосомный набор или тембр голоса как-то влияют на понимание техники и науки. В 21 веке предполагать, что глубина компетенций зависит от пола, это какой-то анахронизм. Наши прекрасные ведущие щелкают вопросы как орехи, а я с удовольствием побуду голосом любопытствующей аудитории. О чем только люди думают. Давай вернемся к практическим задачам конвертации. Штатная мультимедиа воспроизводит MP3, WMA, AAC. В какой формат лучше конвертировать архив музыки в WAV, FLAC для лучшего звучания? В большинстве случаев я бы выбрала AAC. Это более современный алгоритм сжатия, чем MP3. Если совсем простыми словами, он обычно старается упаковать музыку аккуратнее и с меньшими потерями. То есть при одинаковом размере файла AAC обычно звучит лучше. В общем случае этого можно ожидать, особенно на невысоких битрейтах. Например, если сравнить старый MP3 на 128 килобит в секунду и AAC на тех же 128 килобит в секунду, AAC может сохранить меньше артефактов, меньше песка на высоких частотах, меньше ощущения каши в сложных моментах. Это как более современный архиватор? Очень хорошая аналогия. Представь два человека, которые пытаются аккуратно сложить одежду в чемодан. Один делает это по старинке, а другой умеет использовать пространство эффективнее. AAC — это как более современный упаковщик данных. А что насчет битрейта? Для автомобиля обычно разумно использовать максимально высокий битрейт, который поддерживает магнитола. Часто это AAC 256 или 320 килобит в секунду. На таких значениях потери уже сравнительно небольшие, особенно в условиях дороги, шума шин и двигателя. То есть в машине разницу между FLAC и хорошим ААЦ иногда вообще сложно услышать? Очень часто да. Автомобиль сам по себе довольно шумная среда. Даже дорогая машина — это не тихая комната для прослушивания. Поэтому качественный ААЦ с высоким битрейтом для многих систем оказывается вполне рациональным компромиссом между размером файлов и качеством звука. А сам процесс конвертации важен? Да, особенно если архив большой, и вы делаете это один раз на годы вперед. Хороший конвертер, например, такой как AUI-конвертер, важен не потому, что он магически улучшает звук, а потому что он аккуратно выполняет технические операции — ресэмплинг, изменение битности, подготовку сигнала перед сжатием. То есть плохой конвертер может добавить лишние проблемы еще до ААЦ сжатия? Именно так. Это как фотография перед печатью. Если исходное изображение уже испортили неправильной обработкой, даже хороший принтер потом не спасет ситуацию. А если магнитола поддерживает флаг? Тогда обычно имеет смысл использовать флаг. Это формат без потерь. Музыка хранится без сокращения данных, просто в сжатом виде, как zip-архив для аудио. Не нужно беспокоиться о потерях. Но если устройство ограничено MP3, WMA и AAC, то AAC чаще всего оказывается наиболее разумным вариантом среди них. Может, только кроме WMA Lossless, если такой поддерживает ваша магнитола. Подробнее о форматах читайте статью и смотрите видео по ссылкам в описании к этому ролику. Раз уж мы упомянули магнитолы, наш зритель интересуется. Также интересно, почему в магнитолах и CD-плеерах есть EBU-128 и DSP-чипы по выравниванию громкости, а в ЦАПах — редкое явление. Это связано с фундаментальным различием в философии использования этих устройств. Магнитола или стример — это обычно универсальный центр управления звуком. Они рассчитаны на повседневные удобства —
чтобы музыка играла комфортно, без постоянной беготни к регулятору громкости. Это когда один трек давит на уши, а следующий вдруг звучит в 2 раза тише. Верно. И особенно это заметно в машине. Едешь спокойно, играет старый джазовый трек. Потом включается современная поп-музыка после Loudness Wine, и тебе буквально бьет по ушам. Да, знакомая ситуация. Вот для этого и существуют системы нормализации громкости. Один из известных стандартов — EBU R128. Этот метод пытается оценивать громкость ближе к тому, как ее воспринимает человек, а не просто измерять средние значения сигнала. Подожди, а зачем вообще нужен стандарт? Нельзя просто сделать все треки одинаково громкими. Проблема в том, что громкость — понятие коварное. 2 трека могут иметь одинаковый пик сигнала или средний арифметический уровень, но восприниматься совершенно по-разному. Почему? Представь 2 человека. Один спокойно разговаривает, но постоянно и плотно. Другой иногда кричит, но в среднем говорит тихо. Формально пики и средние уровни громкости могут быть похожими, а субъективное ощущение совершенно разное. Вот и музыка также. Поэтому стандарт EBU R128 пытается измерять громкость ближе к тому, как ее воспринимает человеческое ухо, а не просто смотреть на самые высокие пики сигнала и на его простое среднее значение. То есть задача, чтобы пользователь не хватался каждые 5 минут за ручку громкости. Да, особенно в машине, на телевидении с рекламными вставками или в стриминге это очень важно. Контроль громкости рекламных вставок и был первичной целью создания этого стандарта. А DSP тут при чем? DSP — это цифровая обработка сигнала. С его помощью устройство может выравнивать громкость, корректировать акустику салона автомобиля, усиливать бас, компенсировать шум дороги или подстраивать звук под динамики. А почему в отдельных хай-энд ЦАПах этого часто нет? DSP в ЦАПе есть. Ресэмплинг, фильтрация, регулировка громкости. Но в магнитолах могут быть более разнообразные обработки, потому что философия цифроаналоговых преобразователей обычно другая. Отдельный стационарный ЦАП часто рассматривается как максимально нейтральный преобразователь. Получил цифровой сигнал, максимально точно превратил его в аналоговый. То есть идея ничего не трогать. Да, особенно среди сторонников подхода Bit Perfect. Это концепция, при которой стараются избегать лишней цифровой обработки во время воспроизведения. Но ведь сейчас есть ЦАПы с DSP, эквалайзерами и Room Correction. Конечно, сегодня границы уже размываются. Многие современные устройства совмещают функции ЦАПа, DSP-процессора и стримера. Но в классическом хай-энд долгое время считалось, что любую обработку лучше делать либо заранее, либо на стороне источника, а сам ЦАП оставить максимально прозрачным. А как сделать выравнивание громкости аудиотреков программно, читайте по ссылке в описании к этому видео. Автомобильная тема. У меня смартфон на Android, и я слушаю музыку с подпиской в машине. У меня стоит магнитола, читает FLAC. Мне как лучше, слушать музыку через Android Auto с кабелем или без? Если говорить максимально прагматично, я бы для музыки все же предпочла проводное подключение. Даже в 2026 году? Казалось бы, беспроводные технологии уже победили. Для удобства почти победили. Но если задача получить максимально стабильное воспроизведение без лишних нюансов, кабель все еще очень хорошее решение. А что происходит со звуком при проводном подключении? Если упростить, проигрыватель стриминга сначала декодирует FLAC на смартфоне, а дальше аудио передается в систему Android Auto уже как цифровой поток PCM. Во многих случаях это 16 бит 48 кГц, потому что именно такой режим часто использует сама автомобильная система. То есть Hi-Res 24192 в машине все равно не всегда сохраняется как есть? Да, это важный момент, который многие не знают. Даже если исходный файл очень высокого разрешения, Android Auto и магнитола могут все привести к своему внутреннему формату, часто к 48 кГц. Тогда зачем вообще провод? Проводное подключение обычно дает более стабильную передачу данных, меньше зависит от радиопомех, качества Wi-Fi соединения и особенностей беспроводной реализации конкретной машины. А беспроводной Android Auto — это Bluetooth? Не совсем.
Это распространенное заблуждение. Основной поток Android Auto по воздуху обычно идет через Wi-Fi Direct, а Bluetooth в основном используется для служебного соединения и звонков. То есть Wireless Android Auto — это не то же самое, что просто включить Bluetooth аудио? Совершенно верно. И это важно, потому что обычный Bluetooth аудиорежим действительно почти всегда использует кодеки с потерями — SBC, AAC, LDAC, aptX и другие. Даже LDAC все равно с потерями? Да, некоторые Bluetooth-кодеки очень качественные, но это все равно сжатие с потерями. А вот Android Auto работает иначе. Тогда, получается, беспроводной Android Auto — это уже не такой страшный компромисс? Во многих современных машинах разница между проводным и беспроводным Android Auto может быть очень небольшой или вообще незаметной, особенно в условиях дороги, шума шин и двигателя. Но если человек хочет максимально предсказуемую и стабильную работу, провод все еще остается самым надежным вариантом. А AUX? AUX тоже может дать хороший звук, но там уже используется аналоговый выход смартфона или внешнего USB-ЦАПа. И тогда качество начинает зависеть от аналоговой части устройства, уровня шумов и самого входа AUX в магнитоле. То есть универсального ответа «всегда только так» нет? Да, но если кратко, для максимальной стабильности проводной Android Auto, для удобства беспроводной Android Auto. А AUX имеет смысл, если у вас действительно хороший внешний ЦАП или качественный аналоговый выход. А больше об автозвуке смотрите в нашем ролике по ссылке в описании. Ну и еще вопрос о портативных гаджетах. Наш зритель спрашивает, правда, что динамик смартфона может выдать максимум 300 Гц, 15 кГц? Если говорить грубо и упрощенно, в этой мысли есть рациональное зерно. Но формулировка слишком жесткая. То есть смартфон все-таки может играть ниже 300 Гц? Да, может. Просто вопрос, как именно. Тут важно понимать физику. Чтобы воспроизводить глубокий бас, динамику нужно двигать довольно большой объем воздуха. А в смартфоне места для этого просто нет? Именно. Представь сабвуфер в машине. Большой корпус, большой динамик, заметный ход диффузора. А теперь представь крошечный динамик толщиной несколько миллиметров внутри телефона. Законы акустики никто не отменял. Тогда почему иногда кажется, что смартфон все же выдает бас? Потому что современные смартфоны используют очень агрессивную DSP-обработку. Они пытаются создать ощущение баса с помощью эквализации, гармоник и психоакустических эффектов. То есть мозг как бы достраивает недостающий низ. Частично да. Например, если устройству трудно воспроизвести фундаментальную низкую частоту, оно может усилить верхние гармоники, и мозгу начинает казаться, будто бас все-таки присутствует. Интересно, как фокус с маленькими колонками, которые звучат больше, чем выглядят. Очень хорошая аналогия, но физику полностью обмануть невозможно. Настоящий глубокий бас смартфон воспроизводит ограниченно. А что насчет верхних частот? Тут ситуация лучше. Маленькие динамики как раз легче воспроизводят высокие частоты. Но и здесь есть ограничения. Размеры излучателя, резонансы корпуса, направленность звука, искажения. То есть 15 кГц — это не жесткий потолок? Нет, некоторые смартфоны могут воспроизводить и более высокие частоты, но часто уже очень неравномерно. Кроме того, производители действительно используют DSP и защитные фильтры, чтобы динамик не начинал хрипеть, свистеть или перегружаться на высокой громкости. Получается, смартфон оптимизируют не под идеальный хай-энд, а под повседневные задачи? Именно. Главная цель встроенного динамика смартфона, чтобы хорошо звучали речь, видео, уведомления, YouTube, звонки и музыка на ходу. А для полноценного воспроизведения музыки все-таки лучше использовать хорошие наушники или внешнюю акустику. Можно Bluetooth? Вполне. И помните, их звук зависит от цены. И не забудьте посмотреть ролик о беспроводных wireless наушниках по ссылке в описании. А теперь вопрос из мира аналогового звука.
Фонокорректоры достигли уже хорошего уровня развития или есть куда расти еще? По-вашему, какие технические решения в будущем могут улучшить их? Интересно, что винил многим кажется технологией из прошлого, но вокруг него до сих пор идет очень активное инженерное развитие. Хотя со стороны кажется иголка, пластинка, что там вообще можно улучшать? А вот как раз можно. Фонокорректор — это очень сложное устройство, потому что сигнал с головки звукоснимателя невероятно слабый. Иногда это буквально тысячные доли вольта. То есть там любая помеха уже становится проблемой? Именно. Представь микрофон, который пытается услышать шепот в комнате рядом с работающим холодильником. Инженеры фонокорректоров постоянно борются с шумами, наводками и искажениями. Но хорошие аналоговые схемы ведь уже существуют десятилетиями. Да, и современные качественные аналоговые фонокорректоры действительно очень близко подошли к высоким значениям по шумам, точности частотной RIAA коррекции и линейности. Дальнейшие улучшения часто становятся все дороже и сложнее. Это как спорткар. Чтобы выиграть еще 0,1 секунды, приходится потратить огромные деньги. Отличная аналогия. Иногда прирост уже очень маленький, а цена инженерных решений огромная. А где тогда может быть следующий этап развития? Один из интересных путей — гибридные системы, где аналог и цифра работают вместе. Например, очень слабый сигнал сначала аккуратно усиливается, затем оцифровывается качественным АЦП, а дальше часть обработки выполняет DSP. То есть винил тоже постепенно может уйти в цифру? Почему бы нет? И это уже происходит. Цифровая обработка может очень точно реализовывать RIA-коррекцию, удалять рокот, уменьшать щелчки и даже компенсировать некоторые проблемы пластинки. И тут у аудиофилов наверняка начинается полемика? Конечно. Для одних сама идея оцифровки винила внутри тракта уже выглядит почти кощунством. А другие отвечают, если результат чище и точнее, почему нет? А цифра действительно может быть точнее аналога? В некоторых задачах да. Например, цифровые фильтры позволяют очень точно повторять нужную кривую коррекции и гибко настраивать обработку. Но это не означает идеальный звук. У цифровой обработки тоже есть свои ограничения. Качество АЦП, алгоритмы фильтрации, задержки, особенности DSP. То есть будущее не в том, что цифра победит аналог, а скорее в их сочетании? Думаю, у аналоговой техники еще достаточно длительное время будет своя ниша. Многие современные инженерные решения уже строятся не по принципу войны технологий, а по принципу взять сильные стороны цифры и приятные аналога. А подробнее о виниле смотрите в нашем ролике по ссылке в описании. Зритель, что писал «Вы забыли сказать, что ухо способно различать негармонические сигналы с гармониками до 100 МГц», опять пишет в комментариях «Но вы недоразобрались в этом вопросе». И настаивает, мозгу не нужно видеть всю картину до 100 МГц, мозг легко экстраполирует, различает негармонические фронты с гармониками, уходящими до сотен МГц. Именно мегагерцы. Примерно как радиочастотный диапазон в контексте человеческого слуха. В комментарии написано МГц с маленькой буквы, то есть миллигерц. Но, судя по контексту, должно быть с большой — мегагерцы. Давайте внесем ясность. Акустические волны частотой 100 МГц действительно существуют и успешно используются, например, в микроэлектронике или медицинской диагностике. Но есть фундаментальная физика. На таких частотах воздух для звука превращается в непреодолимую преграду. Коэффициент затухания растет пропорционально квадрату частоты. Гипотеза, что мозг достраивает, непонятно на чем основана. Почему именно до 100? Не до 25, не до 40. И даже не килогерц, а мегагерц. Такие предположения должны иметь предпосылки из имеющихся знаний. То есть до уха 100 МГц просто не долетят? В обычных условиях они не покинут даже пределы излучателя. Электромагнитные волны в радио частотой 100 МГц легко летают по воздуху, то и звуковые так могут. Но звук — это механическая волна сжатия и разрежения самой среды. Воздух для нее на такой частоте — как бетонная стена.
А как же медицина и микросхемы, о которых ты говорила? А там другие среды. В микроэлектронике на частотах 100 МГц и выше работают PAV-фильтры, но в твердом теле. В медицине ультразвук такой частоты используют для сканирования слоев глаза или кожи. Но датчик прикладывают строго через иммерсионный гель или воду. И глубина там всего пара миллиметров. А если бы мегагерцы каким-то чудом и долетели до уха, инерция барабанной перепонки и биологических рецепторов сработает как жесткий фильтр нижних частот. Гипотезы о мозге, экстраполирующем мегагерцы, интересны, но пока не подтверждены. Предлагаю оставить эти частоты физике твердого тела. Что ж, на сегодня это все вопросы. Огромное спасибо за вашу активность, друзья. Ваши вопросы заставляют нас копать глубже и находить физические обоснования самым тонким аудиофильским явлениям. А с вами были Элинора и Алекс на канале Audio Insights от Юрия Корзунова, основателя Audiophile Inventory и разработчика программы конвертера аудиофайлов для профессионалов и взыскательных меломанов. AUI Конвертер. В комментариях задавайте вопросы для следующих выпусков и делитесь своим опытом по темам этого ролика. Подпишитесь на наш канал и поделитесь ссылкой на это видео с друзьями, если вам было интересно. Поставьте лайк, чтобы сделать это видео ближе тем, кто, как и вы, ищет ответы. До новых встреч, друзья, и пусть ваш звук всегда будет безупречен.